Друзья мои, здравствуйте! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Блюдо из рыбы – это всегда вкусно, а главное полезно. Сегодня будем готовить рыбу под маринадом. А для всех любителей рыбных блюд на канале есть отдельный плейлист, ссылочку на который вы найдете в описании под видео. Для начала займемся рыбой. Нам нужно ее обжарить. Устанавливаем сковородку на плиту и вливаем растительное масло. Пусть нагревается. Перед обжариванием рыбу необходимо посолить, поперчить и обвалять в муке. Но, как правило, я смешиваю муку с перцем и солью, хорошо перемешиваю и в этой мучной смеси панирую кусочки рыбы. У меня сегодня белый амур чистым весом 700 граммов, который я предварительно подготовила и нарезала на небольшие кусочки по 50-60 граммов. Обваливаем рыбку в мучной панировке, излишки стряхиваем и укладываем кожей вниз в хорошо разогретое масло. Обжариваем рыбу с обеих сторон до полной готовности. Под маринадом готовят любую рыбу, но лучше всего белую. Крупную нарезают кусками, а мелкую можно оставить целиком. Для всех, кто не любит чистить рыбу, даю маленький совет. Рыба будет легче чиститься, если ее выдержать какое-то время в воде с уксусом. Или погрузить на 1-2 секунды в кипяток, а затем сразу в холодную воду. А еще, чтобы убрать специфический рыбный запах, особенно у речной и озерной рыбы, ее нужно хорошо посолить, залить холодным молоком и оставить хотя бы на 2-3 часа. А лучше убрать в холодильник и выдержать в молоке всю ночь. Рыба готова, и сейчас займемся овощным маринадом. Ставим на плиту глубокую сковороду или сотейник, вливаем растительное масло и даем ему нагреться. Я подготовила по 250 граммов лука и моркови, и их нужно тонко нарезать. Лук режем поперек полукольцами или вдоль соломкой, как вам больше нравится. Отправляем лук в разогретую сковороду, пусть обжаривается. Морковь можно потереть на крупной терке, нарезать ножом тонкой соломкой или, как я, воспользоваться теркой для моркови по-корейски. Сразу же высыпаем морковь к луку, перемешиваем и пассируем на среднем огне. В данном случае овощи не надо зажаривать до золотистого цвета. Нужно добиться прозрачности лука и мягкости моркови. В дальнейшем они будут еще тушиться. Добавляем к пассерованным овощам любые томатные продукты. Томатную пасту, соус, кетчуп, свежеизмельченные помидоры или томат, который мы с вами заготавливали на зиму. Хорошо перемешиваем и обжариваем, пока масло в сковороде не окрасится в оранжевый цвет. Сразу же добавляем сахар, у меня полная столовая ложка, перемешиваем и вливаем воду, а еще лучше рыбный бульон. Туда же отправляем пару лавровых листочков, 2-3 бутона гвоздики и 5-6 горошин душистого перца. Маринад обязательно посолите и поперчите. Убавляем нагрев чуть ниже среднего и тушим маринад минут 10-15. Если видите, что жидкость испаряется, смело добавляйте. После этого вливаем некрепкий уксус. У меня 70 мл домашнего яблочного. Но можно также использовать винный уксус или обычный столовый, а также сок лимона. Обязательно попробуйте маринад на вкус. Он должен получиться насыщенно кисло-сладким, пряным, в меру соленым. Мне не хватило сахара. Добавляю еще как минимум 1 столовую ложку. Немного досолю и присыплю перцем для остроты. Для того, чтобы рыбка под маринадом получилась очень вкусной, сочной и хорошо пропиталась, маринада должно быть примерно столько же, сколько и рыбы. Готовый овощной маринад снимаем с плиты, и теперь остается залить им рыбу. Берем стеклянный или керамический контейнер и часть маринада раскладываем на дно в виде овощной подушки. Сверху ряд обжаренной рыбы, снова маринад и так далее, пока используем все продукты. Верхним слоем должен быть маринад. Рыба под маринадом хороша как в горячем, так и в холодном виде. Лично мне даже больше нравится холодная, причем на следующий день она еще вкуснее. Накрываем контейнер крышкой и отправляем в холодильник, где и храним.
При подаче готовую рыбку раскладываем на тарелки или в салатнике, заливаем маринадом, а сверху посыпаем зеленым луком или укропом. Готовая рыба получается очень мягкая, нежная, пропитанная вкусным кисло-сладким пряным маринадом. Она украсит ваш стол не только в будни, но и в праздники. Готовьте с удовольствием. Желаю всем приятного аппетита. Друзья, чтобы не потерять этот рецепт, ставьте лайк. Спасибо, что смотрите мои видео и делитесь ими с друзьями. Если вы недавно на канале Коллекция рецептов, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Напомню, что у меня на канале есть плейлист «Блюда из рыбы», а также постные блюда. Кому интересно, посмотрите. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!